Всем привет! Долгое время меня просили записать продолжение моего ролика про ресурсный шмот, и вот этот момент наступил. В конце видео также будет небольшой конкурс еженедельный. Ну а сейчас переходим конкретно к нашей теме. Сильных изменений нет как таковых, но есть некоторые дополнения, и вкратце я подведу итог того видео, чтобы оно просто было более компактно и все в одном месте. Ну, во-первых, у нас появились коллекции. Коллекции требуют от нас определенных достижений. В данном случае это 6 вещей процветания и 6 вещей мудреца. До 30-й ратуши, в принципе, эти фрагменты попадаются и в ивентах магазинов, черепах, костей и так далее, и попадаются в других ивентах, например, процветание, это стартовые ивенты на Гамоку, Бинго, и дорога чести, которая в самом начале у нас была, вот там можно было их спокойно собрать. Ну, а с 30-й ратуши, как видите, мудрец очень сложно собрать. Если процветание, ну, мудрец тоже падает с рыбалки, но процветание более часто падает. Вот у меня, кроме того, что уже есть 6 вещей, в процветании еще фрагментов 50 лежит в рюкзаке. Это выпало с потерянных сундуков рыбалки. То же самое и мудреца. Я сейчас единственный вариант для меня добрать мудреца — это покупать на арене в магазине. Но этот один фрагмент, а там именно по одному фрагменту, выпадает очень редко. В магазине это или искать, обновлять, что тоже не очень быстро выйдет. Или же с рыбалки, с потерянных сундуков, но это тоже такой рандом, который долгий очень. Сейчас на данный момент я уже подхожу к тому, чтобы собрать 5-й шлем мудреца. Собственно говоря, его взять и уже тогда использовать для найма 4 мудреца, использовать клюшку вот тут вот вместо молота, вот этот боевой посох на скорость, и использовать мою специальную вещь. Ну, в данном случае у меня это сапоги вампира. То есть, если подвести краткий итог, для того, чтобы более эффективно нанимать, вам необходимо иметь 4 вещи мудреца, клюшку на тонус и вещи, которые у вас отвечают за вашего главного юнита. Если у меня это темный рыцарь, то это сапоги. Если это урсы, то это кольцо. И если это маги, то это из набора скорости вещь. То есть в зависимости от того, какую вещь вы ставите, вы, соответственно, себе и выбираете те 4 мудреца, которые будете ковать. 6 мудрецов также надо будет сделать, но чисто для коллекции, потому что 6 мудреца у вас снимают расходы. Ну, как по мне, скорость лучше. То есть вот эта клюшка на тонус, которая она лучше. Есть еще вариант вместо клюшки на тонус использовать также фиолетовую 7-ю вещь. В эту 7-ю вещь вставлять, опять-таки, то же самое, скорость найма, то есть ресурсная. Я знаю игроков, которые сделали фиолетовую 7-ю вещь, вставили туда лимит тонуса, то есть вместо вот этого амулетика железного. Лимит тонуса вставили скорость восстановления тонуса, это вместо сапожек вот этих. И вставили, соответственно, скорость найма. Очень эффективно, в принципе, немножко больше процентов, чем эти вещи, но это, понятное дело, вариант для тех, кто может себе это позволить. 7-ю вещь, фиолетовую, выковать и вставить туда вещи. Что касается найма, я еще и говорила в прошлом видео, поэтому повторяться не буду. Также в прошлом видео я говорила про исследования. Напоминаю, что для эффективного ускорения исследования лучше всего иметь 3-й фиолетовые вещи. То есть здесь в каждой 3-й фиолетовой вещи есть бесплатное время технологии. Вот у меня у сапожек 4600, у шлема там 3300 и так далее. Но это все зависит от вашей очистки. Было бы желание, вы ее очистите и сделаете. Также хотелось бы сказать про
процветания. Зачем 6 вещей процветания? Почему до сих пор я это использую? Это ковка. 6 вещей процветания дают 2 часа бесплатной ковки, то есть легче делать БСки. Но бывает такой момент, в частности, это уже случается на М-серверах, я уже молчу про К, когда вы сделали себе боевой шмот. То есть вы сделали себе боевой набор, вы им довольны, вы его переделывать не будете, и у вас начинают копиться материалы. Когда материалы копятся, вы можете выполнять еженедельный ивент по субботу-воскресенье, ковку артефактов и ковать все, что вам захочется. И в таком случае лучше ковать золотую вещь. Материалов у вас уже скопится достаточно. Как видите, у меня уже несколько вещей тоже делала когда-то ивент на ковку, чтобы получить камни призыва. Почему 7-я вещь? Потому что добавляет она еще скорость ковки снаряжения героя. И, естественно, если мы посмотрим по очистке, на первом уровне вот у меня 2340 это максимум, ну и плюс мы еще улучшим до плюс 10, например, и, ну, даже может быть до плюс 5, это уже будет больше намного, чем то, что вам дает процветание. Но опять-таки это надо желание, это надо возможности, то есть уже когда у вас есть набор вещей боевых, вы можете заняться ресурсными, и то это так по остаточному факту, сильно не напрягаясь, спокойно себе собирать. Также хотелось бы вам еще сказать по поводу вообще вещей ресурсных, как вы будете часто с них стоять и нужно ли, например, тот же лимит тонуса, потому что сейчас, как вы знаете, ввели вот эти вот прекрасные фракции, и чтобы их качать, нам надо сидеть в пустом канале. В пустом канале мы сидим, ну, чаще всего на какой-нибудь, у меня уже дособирал, на высоком уровне, то есть на 3-м, на 7-м, на 5-м, на 6-м, и на этих уровнях часто сбивают игроков. Соответственно, игроки сидят как? Боевым. Боевым сидеть без вещей, ну, это как минимум глупо. Поэтому у меня сейчас на постоянке одет боевой шмот, я в нем ночую, я прихожу в игру, ухожу, у меня только боевой шмот. Я вот переодела чисто для видео. Почему? Потому что я сижу на высоких уровнях, мне надо защищать эти уровни, нападают довольно-таки часто, много. Когда-то успешно, когда-то не очень. Вот я не помню, у меня... Ой, не там. Ну вот тоже были бои, когда и мне не удавалось защитить, когда удавалось защитить. Даже, видите, на 2-м уровне сбивали. Это я на ночь оставляла, потому что у меня немножко лазарет подзабился. И поэтому не стоит прям сильно упарываться в какие-нибудь вещи, вот как я говорила, 7-е на лимит тонуса, если вы планируете сидеть боевыми на пустом канале. Есть же другой вариант. Многие игроки сидят одноюнитками, и тогда им действительно все равно, они продолжают в фарм-шмоте ночевать и стоять. Но я предпочитаю сидеть боевой, потому что это, во-первых, ранг потихоньку идет. Не помню, Билли, да, вот он потихонечку растет, не падает. Это раз. Во-вторых, меньше шансов, что вас собьют. И, соответственно, вы соберете больше, пока спите. Ну и, соответственно, быстрее прокачаете на высшей фракции. Собственно говоря, это все. Спасибо за ваши комментарии. К первому видео я оставляю ссылку в описании. Это 2-е видео. И небольшой конкурс, как я и говорила, в конце. Вы должны написать в комментарии название навыков, которые применили герои в этом фрагменте боя, включая первые навыки. Это касается и рыцаря Феникса, и варвара. И далее, после этого фрагмента, я покажу его еще на английском языке.
You must write in the comments the name of the skills that the heroes used in this fragment of the battle, including first skills. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши вопросы и предложения в комментариях. До свидания.